Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику «Новой ветви истории персонажей». Сегодня я вам расскажу про Фрэнк Коллетти. Фрэнк Коллетти, персонаж игры Mafia Lost Heaven, ее переиздание Mafia Divinity Edition. Фрэнк Коллетти был советником криминальной семьи Сальери и лучшим другом Дона Сальери. Фрэнк Коллетти родился на Сицилии в 1877 году. Когда Фрэнк был ребенком, у него когда-то была Чернико дель Энтона. Позже он встретил Эннио Сальери, и они устроили гонки с собакой Фрэнка. В конце концов, собака забеременела и проиграла гонку, разозлив Сальери. Когда он попытался утопить ее в качестве наказания, Фрэнк возразил против этого и сломал нос Сальери, хотя Сальери в конце концов застрелил собаку. Позже Фрэнк сопровождал Сальери в потерянный рай в качестве его советника. Примерно в 2030 году Фрэнк познакомился с Томми Анджело, и ему понравился их последний рекрут, поскольку он превзошел ожидания как и год, так и Сальери. В 1933 году Фрэнка шантажировал Дон Морелло, который потребовал книги Сальери в обмен на то, что его семья будет вывезена из потерянного рая для обеспечения безопасности. Разочаровавшийся в образе жизни мафии, Фрэнк согласился и обменял книги в Гранд Империал Банк, а ключ отдаст людям Морелло, когда только тот уйдет. После неудачной попытки рэкета Сальери понял, что Фрэнк был кротом. После того, как не смог найти книги или его семью, поставив перед Томми задачу найти их обоих и устранить Фрэнка. Томми догнал Фрэнка на взлетно-посадочной полосе и спросил Фрэнка, почему он предал семью, который изложил ему свои доводы. Фрэнк проводил свою семью в самолет и ожидал, что его застрелят, но к удивлению Томми пощадил его. Перед уходом он одобрительно кивнул ему. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнать о планах канала. Сальери обнаружил, что Фрэнк все еще жив, когда Фрэнк решил сделать ставку на гоночной трассе, находясь в Европе, и был обнаружен другим преступником семьи Сальери. В результате Сальери послал людей к месту нахождения Фрэнка и приказал его убить. Позже Сэм рассказал Томми о судьбе Фрэнка и попытался заключить с ним сделку, которая позволила бы ему инициировать свою смерть, как Фрэнк, но Томми отклонил его предложение и убил его. Не уточняется, что стало с его женой и дочерью после его смерти. Как показано на его карточке с сигаретами, у Фрэнка платиновые светлые волосы. В оригинальной игре Фрэнка живет в рабочем квартале, и его личном автомобиле голубой Фалерос. В ремейке известно, что он живет в Оуквуде. Единственная глава в игре, где Фрэнк может проявить агрессию и напасть на Тома, непыльная работа, в том случае, если Том сам спровоцирует конфликт, но нападение будет только в рукопашную. Фрэнк единственный из ключевых персонажей игры семьи Сальери, кто не носит оружие. В главе Омерта становится известно, что у Фрэнка есть жена Марджи и дочь Эллис. И, вероятно, настоящее итальянское имя Франко. Предав семью, Фрэнк стал тем, кого на языке мафии называют пентено. В бета-версии игры у Фрэнка было более круглое лицо и еще меньше волос. На Коллетти похожи некоторые герои Мафии 2, внешние Харви Бинс и Бруно Левин, ролью Лео Галанта, который также является консильерией и другим главного героя. Его тоже нужно убить в свое время, но главный герой также втайне спасает его.
В издании в Definity Edition Фрэнк стал больше похож на актера Роберта Дюваля, исполняющего роль Тома Хэггена в 2 фильмах трилогии «Крестный отец». И на этом история про Фрэнка Келлотти подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.